Ты мечешься между собой настоящим и между навязанной тебе правдой. Мы буквально как собачки на этом поводке. Нас всех учат с детства выполнять кем-то установленные правила. Ты испытываешь давление ради денег, ради того, чтобы безопасность была. Ты можешь менять эти правила или создавать свои. Где твоя правда? Игорь, я в последнее время чувствую постоянное давление. Девушка мне постоянно говорит, мол, давай жениться, пора уже. Мама звонит, говорит, денег скопил, купи квартиру. Но я чувствую, что я этого не хочу и что это не мое. Хотя вроде бы как они правы. Что вы посоветуете в этой ситуации? Это очень интересно. Скорее всего, они правы для них, для себя. Но где твоя правда? Про что твоя правда? Нас всех учат с детства быть удобным для кого-то, выполнять кем-то установленные правила. Мы буквально как собачки на этом поводке, нам говорят, и мы испытываем какое-то вот чувство и желание выполнить то, что нам говорят. Потому что, видишь, даже ты назвал, что вроде это правда, и ты хочешь выполнить. И ты мечешься между собой настоящим и между навязанной тебе правдой, которую ты даже называешь правда. Поэтому ты просто запомни одно утверждение. Есть твоя правда, есть чья-то правда, и это все правды. И это здорово, что правд очень много, да? И руководствуйся всегда при принятии решений своей правдой. Как отличить свою правду от навязанной? Основным симптомом навязанной правды является то, что ты испытываешь давление. В этот момент у тебя может произойти ошибка. Ты можешь слиться и принять чью-то правду, сказать, ладно, выполню чью-то правду, пойду на поводу ради денег, ради того, чтобы безопасность была. Это действительно такой пассивный способ приспособления в мире, он широко распространен, потому что детей учат это. Быть дисциплинированными, смотри, выполнять чью-то правду. Хотя каждый человек внутренне знает, что он достоин большего, лучшего, большей зарплаты, более красивой девушки, более импозантного мужчины, да, то, черт побери, все довольствуются тем, что им навязывает общество. Примирись с тем, что есть, говорит. Нужно быть счастливым от того, что есть, а не от того, что ты хочешь. Херня полная. То, что ты хочешь, это проекция, которая у тебя может быть. Если ты отказываешь в тебе, что у тебя действительно может быть, но у тебя этого действительно не будет. Вот. Поэтому, когда ты испытываешь давление, метание, какую-то вот депрессию даже, да, от чьей-то навязанной правды, все, просто остановись. В этот момент у тебя развилка. Выполнить то, что тебе рекомендует кто-то, да, или разобраться. А какое твое желание, какая твоя жажда? Игорь, что вы делаете, когда распознаете, что живете какое-то время не по своим правилам? Люди вынуждены принимать чужие правила, чтобы выживать иногда. Например, однажды мы приняли такое правило, очень не хотелось, и подписали 18 раз залоговую для Сбербанка, для кредита. 18 раз. За кредит мы подписали с 18 моих компаний поручительство. И еще дополнительно с меня, как с физического лица, поручительство. С моей жены поручительство. С моего партнера, с жены партнера. Это глупость. Но в тот момент я должен был взять эти деньги для рефинансирования фирмы, чтобы сохранить рабочие места, чтобы сохранить компанию и так далее. И мне очень не хотелось играть по этим правилам. Это все. Жена подписывает кредит, и я подвергаю риску вообще всю семью и так далее. Из-за этих гребаных правил, которые установил Греф. Я испытываю боль, но мне нужно было брать этот кредит. Самое важное, что потом происходит. А потом у меня всегда желание переделать или установить свои правила. Потому что есть очень многие люди, которые после этого запишут себе, так жизнь сложилась, вот. У меня не так. Я знаю, что это путь к деградации и в никуда. И поэтому я выбираю путь к другому стрессу, к другой боли, к другому страданию. Тоже страдание. Сделать так, чтобы мне не нужно было ни у какого Сбербанка брать кредит. Чтобы производительность компании была такая, чтобы кэш-генерация такая была, что мне не нужно. Я сам банк, я сам себе банк. Ради этого стоит жить. И сейчас нам не нужны кредиты Сбербанка. И потому что мы автономны. И чем больше боли я испытывал вначале, я уже вижу, чем больше страдания, которое мне не нравилось, тем больше желания у меня, выжив, после этого
изменить эти правила или, может быть, даже установить свои правила. Многие люди под давлением стереотипов разных женятся, заводят детей, а потом через 10 лет понимают, что это какой-то не их путь, разворачиваются и уходят. Меняют правила. Это нормально? Ты сейчас затронул тему, которая, на мой взгляд, не относится к изменению правил, а относится к теме побег. Побег — это тоже ответ на вызов современности, но это такая крайняя точка, когда ты, как в том анекдоте, ничего не получилось. Ты разламываешь все таким образом. Слушай, давай сейчас про семью не будем. Я, друзья мои, размещу про семью специальный ролик в Телеграме. Ссылку найдете в описании, проходите. Это стоит того. Игорь, есть ли вообще люди, к которым нужно прислушиваться и корректировать свои желания, замыслы с учетом их пожеланий? Если мама там говорит мне что-то и пытается меня в чем-то убедить, я же не могу ее просто послать условно. Свободы человека заканчиваются там, где начинаются границы другого человека. Это очень четкое определение. Дело в том, что если у тебя нет границ, то другие люди, реализуя свои свободы, они постоянно входят тебе в дом, в душу, в самое сердце. Но дело в том, что они даже не знают, как они тебя ранят в этот момент. Они не могут знать. Потому что для них это свобода, а для тебя они зашли прям в святая святых. Поэтому если ты не устанавливаешь границы, не охраняешь их, не оберегаешь свои границы, то ты как личность разрушаешься. И в принципе ты таким своим саморазрушением ты еще и питаешь других людей, то есть ты не даешь им сигнал, что не надо сюда ходить. Поэтому когда мама вмешивается в семью своей дочки или в семью своего сына, когда сын разрешает маме вмешиваться в дела своей семьи, большинство разводов, которые случаются в России, прям вот большинство, это потому, что с дочкой живет не сын, а с дочкой живет мама сына. Семья не может начать жить, потому что она не автономная. Посмотри, сколько семей по факту проживает вот такую жизнь. Слава Богу, что не 100%, но очень много. В этой ситуации единственное, что может существенно повлиять, это воспитание людей, которое будет задолго до того, когда люди создают семью, давать некие основы, что ли. Это и есть воспитание. Нам необходимо добавлять вот эти вот элементы в воспитательно-образовательный контур. А вам не кажется, что жизнь в чьих-то правилах, в чьих-то стереотипах — это не так уж и плохо для большинства людей? Потому что если у этих людей забрать эти стереотипы, то они останутся ни с чем. А это, знаешь, как дуализм мира, что как две руки. Я говорю, плохо жить с одной рукой или с одним глазом. Так и тут. Владение тем, что ты можешь присваивать или использовать догматы или правила, которые задолго до тебя были, да, и уметь ими пользоваться. И вторая рука, когда ты можешь менять эти правила или создавать свои. Вот этот дуализм, вот это два подхода дают наполненную, достойную жизнь. Если ты владеешь только одним способом, то есть акцептирование норм, которые были до тебя, это может быть безопасно, удобно, и так можно жить, но это будет существование. То есть представь себе, что тебе действительно что-то очень не нравится. Не нравится, ты хотел бы изменить, но ты не сможешь изменить. Потому что навыка изменения и создания своего правила у тебя просто не будет. И ты вынужден будешь донашивать, и всю жизнь будешь страдать по тем проблемам, по которым тебе не нравится страдать. Жизнь твоя пройдет не так ярко, как могла бы. Я думаю, ты чувствуешь это, но кроме чувствовать, важно это еще и понять и принять. Жить-то так можно, но жизнь твоя не будет лучше, чем то большинство, которое вокруг тебя. А ты же достоин большего. Как ты считаешь?